Всем привет! Перед вами ноутбук HP Pavilion G-Series. При запуске данного ноутбука признаки жизни имеются, но не выводится изображение на матрицу, то есть на экран ноутбука. Ко мне в голову приходит сразу сомнительная идея – проверить оперативную память. Хотя ошибки, связанные с ней, я сейчас в данный момент не вижу, но все же решил проверить. Также попутно со мной вы можете наблюдать, как разбирается данный ноутбук. На самом деле, при неисправностях оперативной памяти либо жесткого диска мы все равно получили бы какое-либо изображение плюс ошибку. Но все-таки, вставив заведомо исправную оперативную память, у нас будет шанс выяснить, ничего ли не поменяется. Увы, все то же самое, ничего не изменилось. Также темный экран и нет никакого изображения. Также, если у вас есть какой-либо монитор, либо же телевизор, можно попытаться подключить ноутбук по HDMI кабелю к нему и зажать кнопки переключения монитора, те, которые зажимал я. Так как ноутбук запускается и очень хорошо слышно, как работает система охлаждения, у меня приходит в голову мысль подставить какую-либо лампу, так как я заподозрил выход из строя подсветки матрицы ноутбука. В принципе, я был прав. А теперь вы можете понаблюдать за процессом разбора данной модели ноутбука. А сейчас перед вами мультиконтроллер, который частично отвечает за подсветку матрицы. И зачастую именно он является причиной выхода из строя подсветки. Так как я не могу заранее сказать, что виноват именно он, поэтому к нему вернемся чуть позже. А пока что давайте перейдем к шлейфу матрицы, его стоит осмотреть в первую очередь. Сдергиваем шлейф и смотрим на состояние его контактов. Здесь вы можете наблюдать окислы, их необходимо будет почистить. Зачастую из-за плохого контакта подсветка может просто перестать работать. Также будет не лишним почистить контакты ножек на мультиконтроллере, а также проверить их на качество припоя. Возможно, какая-либо из ножек может легко оторваться. Если вдруг мультиконтроллер вышел из строя, то расскажу, что делают обычно мастера. Они либо перепаивают его полностью, подбирая по маркировке, либо же обратите внимание, что ножки пронумерованы и нам необходимо найти 31-ю. И просто отпаять ее и аккуратно приподнять. После чего подсветка должна работать исправно, как и все остальное. За исключением того, что если дело не в шлейфе. Но теперь после окончания очистки шлейфа давайте проверим, что же у нас получилось, будет ли подсветка теперь работать. В моем случае подсветка не заработала, пока я немножечко не подергал шлейф. А значит, мультиконтроллер здесь ни при чем, и нам необходимо просто заменить шлейф. На этом все. Надеюсь, что теперь вам станет понятно, какие причины недуга данного ноутбука. Всем доброго здоровья и спасибо за внимание.